Дубина, ну ты чё тормозишь-то? Давай, надо еще одну фуру успеть разгрузить, а то фиг мы премию увидим. Давай активнее паши, уселся он. Степан только-только присел. Он устал, но жаловаться было некому, да и нежелательно, с работой не поспоришь. Устроиться в офис у парня не получилось. Так уж вышло, что сразу после школы он был вынужден схватиться за первую попавшуюся работенку и пошел работать подмастерьем на завод, потому что мама заболела, и ей нужна была финансовая помощь. Потом его призвали в армию. После службы было совсем не до учебы. Степан понимал, что если не он, то никто не сможет тянуть семью. Мама едва справлялась с работой, а по состоянию здоровья ей вообще рекомендовали найти что-то попроще. Поэтому, ничуть не думая над тем, чтобы пойти учиться, парень начал искать работу. Без образования выбора особо не было. Он даже права получить не успел. Поэтому пошел работать грузчиком. Зарплату время от времени задерживали, но так или иначе выплачивали. Грех было жаловаться. А если перевыполнить лимит по разгрузочным работам, то можно было и премию неплохую получить. И в последний день месяца следовало постараться. Парень вернулся к работе и, выложившись по полной, к концу дня практически не чувствовал рук и ног. Ребята решили отметить премию, выпив в баре, а Степан лишь вздохнул и отказался, попросив не обижаться на него. Ведь у парня каждая копеечка была на счету. Ему хотелось вернуться домой и растянуться на кровати. Он работал практически без выходных, а тут взял 3 дня за свой счет, чтобы помочь матери привести дом в порядок, потому что кое-где подтекали краны и отвалилась потолочная плитка. Парень решил, что отоспится ночью, а утром с новыми силами возьмется за домашние дела. Он медленно брел от остановки. На улице уже стемнело, но район был относительно тихий и спокойный, да и постоять за себя Степан умел. Услышав со стороны арки женский крик, парень сразу же ускорил шаг. Он заметил, как 2 худосочных парней в толстовках с капюшонами, скрывающими лица, пытаются отнять у женщины сумочку. Одному удалось это сделать, и он бросился на утек, пока второй пытался пощупать женщину и что-то втолковать ей. Но Степан поймал воришку и хорошенько навалял ему. Когда к грабителю подоспела помощь в лице его подельника, Степан испугался, что уже не справится. Сложный трудовой день дал о себе знать. Изнуренное работой тело молило о пощаде. Со скулежом побитой собаки оно просило не ввязываться в это и сбежать. Но парень готов был вгрызаться в глотки противников, которые посмели напасть на беззащитную женщину. Отделавшись разбитым носом и немногочисленными побоями, Степан поднял сумочку женщины с земли и посмотрел на сбегающих воров. Это, скорее всего, подростки были. Видимо, насмотрелись, как поступают бандиты в фильмах, и решили попробовать сами встать на кривую дорожку. «Вы в порядке?» – спросил Степан, отдавая незнакомке ее сумочку. «Да, спасибо, спасибо, только благодаря вам». Побледневшая и перепуганная женщина больше напоминала фарфоровую статуэтку балерины. Хрупкая фигурка, худые ручки. Понятно было, почему они выбрали именно ее для своих экспериментов. «Вам бы одной не ходить или баллончик перцовый купить на такой случай», — помотал головой Степан. «Да я не собиралась. Проклятый таксист. Сказал, что во дворы не заедет». Всхлипывая, начала лепетать незнакомка. Высадил меня на дороге. Я шла по навигатору и не заметила, как они налетели. Она подняла с земли разбитый телефон и принялась плакать. «Теперь не позвонить, ни адрес не найти. Вы бы не могли мне дать свой телефон?» — попросила женщина. Степан достал телефон из кармана. «Не уверен, что на счету деньги есть», — пожал он плечами. «Да я только дозвон сделаю, чтобы сестра перезвонила и попрошу ее встретить меня». Женщина поговорила с сестрой и вернула телефон парню,
Она продолжала засыпать его словами благодарности. Узнав, какой именно адрес ей нужен, Степан предложил проводить ее, пока с сестрой не встретится, потому что это было как раз недалеко от его дома. По пути незнакомка рассказала о том, что машину оставила в ремонте, а пока муж в командировке, решила поехать к сестре, которая совсем недавно перебралась в новую квартиру. Я не была тут ни разу, вызвала такси, а таксист попался кошмар. Если бы не вы, мне страшно представить, до чего они могли дойти. Степан просто шел и кивал. В носу стоял стойкий запах металла и ароматизатора, которым пропитаны влажные салфетки, вежливо предложенные женщиной. Поддерживать разговор никаких сил не было. Женщина то и дело всхлипывала время от времени. Когда она заприметила сестру, то кинулась к ней со всех ног и принялась рыдать. А парень исчез, чтобы она снова не засыпала словами благодарности и не нахваливала сестре, какой же он герой. Все, о чем он сейчас мечтал, было прийти домой и упасть на кровать. Мама сильно удивилась и испугалась, увидев сына побитым. Она принялась бегать вокруг него и причитать, что надо обязательно поменять работу, чтобы не возвращаться домой по темнякам. А где найдешь новую? Везде нужны дипломы, а кроме диплома еще и опыт требуют. Растянувшись на постели, Степан и не заметил, как быстро уснул. На утро он и подняться не мог, потому что даже побитая собака, наверное, не чувствует себя так скверно. Все же, переборов лень и желание провалиться в сон дальше, парень встал на ноги. Мама начала говорить ему, что следует обратиться в полицию, ведь нельзя просто так спускать с рук подобные преступления. Вот начнут они средь бела дня на людей нападать, тогда и будешь потом глазками хлопать, — ворчала мама. Надо все это на корню давить, в зародыше. Сам как думаешь, у тебя-то сил хватит всех беззащитных спасать? Вот, сомневаешься, вижу по взгляду. Пойди и напиши заявление. Мам, завтра, ладно? Я вчера устал зверски, а потом еще этот случай. Мне бы сейчас по дому все сделать. Вечером еще с парнем одним договорились выехать на межквартирный переезд. Деньги лишними не бывают же. Угробишь ты себя. Ой, угробишь. Сынок, давай ты учиться пойдешь. Я-то большую часть жизни отжила. Могу и на 2 работы пойти. А тебе еще жить да жить, семью создавать. Но в самом деле, слышала я, сколько потом болячек у грузчиков вылезает. Подумай над тем, чтобы учиться пойти. Степан мотнул головой. Слова матери разозлили его. Он уже 100 раз повторял ей, что мужик в семье он, и что он будет обеспечивать их всем необходимым. А что до учебы, как только появится возможность, так и будет думать. Вечером Степан еле как справился с работой по погрузке и выгрузке мебели. Повезло еще, что всякие рояли владельцы не перевозили. Вернувшись домой, он сразу же лег спать, а наутро начал думать о том, что мама, возможно, права. Знакомый парень, с которым он и работал вечером, сказал, что заявление нужно обязательно написать первым. Ну, а вдруг этим отморозкам придет в голову подать за избиение? Тогда потерпевшим будет считаться тот, кто первый настрочил заявление. Вот только желания выходить из дома не было, а когда пошел дождь, то оно и вовсе улетучилось. Когда мама засела за просмотр своего любимого сериала, в дверь позвонили. В голове вдруг разные мысли промелькнули. Степан подумал, что если вдруг на него все-таки написали заявление, еще бы проблем ему не хватало. А если сломал кому-то из грабителей что-то, то тогда и лечение оплачивать придется, а денег ведь нет. Да и женщину ту он же не станет караулить. Он даже не посмотрел, как выглядит ее сестра. Так что фактически свидетелей у него не было. Выглянув в дверной глазок, Степан удивился. В подъезде стоял мужчина, одетый в деловой костюм с довольно представительной внешностью.
Уж не отец ли одного из преступников пришел? Вот только правда была за ним, и парень решил, что будет добиваться ее любым путем. «Здравствуйте!» — сходу начал Степан, открыв дверь. «Добрый день! Это вы позавчера ночью спасли женщину?» Холодный раскатистый голос заставил немного поежиться. Вот только, как бы страшно не было, Степан решил, что будет добиваться своего. Он не считал себя виноватым, и если бы попал в подобную ситуацию еще раз, то непременно защитил женщину снова. «Я спас. А вы кто?» — спросил Степан, не спеша приглашая незнакомца в дом. «Муж. Женщины той муж». С облегчением выдохнув, Степан улыбнулся и пожал незнакомцу руку. «Я пришел, чтобы поблагодарить. Если можно, войду». «Да, конечно, проходите». Степан посмотрел в комнату мамы, убедился, что она увлечена своим сериалом, и провел незнакомца к себе в комнату. Не хотелось, чтобы мама лишний раз вздыхала и ворчала, уж тем более, чтобы начала говорить, что он жизнь женщине спас, чуть ли не на волоске висящую. Напрашиваться на награду Степан не планировал. Он сделал все искренне, от чистого сердца, и слов благодарности было вполне достаточно, да даже в них необходимости не было. «Меня зовут Олег», — представился мужчина. «Степан. Не буду ходить вокруг да около, Степан. Я человек занятой и знаю цену своему и чужому времени. Я пришел, чтобы поблагодарить за то, что жену мою спас, пока я в командировке был. Как чувствовал, что нельзя ее одну оставлять. Ты чем занимаешься, Степан? Учишься или работаешь?» «Грузчиком работаю. Учиться пока нет возможности». Степан не стал вдаваться в подробности и рассказывать едва знакомому мужчине о своих жизненных трудностях. Он уяснил одно – никому они не интересны. Твои проблемы – это только твое дело, только ты сможешь их решить. «Грузчиком, значит». Мужчина кивнул. «В общем, я тебе предложу выбор, Степан. Я не люблю оставаться в долгу. Ты сделал для меня великое дело, можно сказать, поэтому выбирай. Я могу отблагодарить тебя хорошими деньгами, а могу дать возможность работать в новом направлении и не просто работать, а расти дальше. Дам тебе работу курьера у себя в строительной компании. Зарплата будет повыше, чем у грузчика, и график хороший. Там осмотришься и решишь, если работа интересна, то пойдешь учиться заочно и будешь расти по карьерной лестнице. Если в конторе не понравится, пойдешь учиться куда захочется и поработаешь курьером, пока диплом не получишь. Оплату учебы я беру на себя». Степану было очень неудобно принимать такое предложение, хоть оно казалось очень заманчивым. Он стал напряженно думать. «Я повторюсь, я в долгу оставаться не люблю. Ты сделал добро, хочу отплатить добром. Не примешь второе предложение, я найду способ перечислить тебе деньги. Адрес ведь твой пробил». Степан вспомнил, что давал испуганной женщине позвонить сестре с его телефона. По номеру, наверное, и был пробит его адрес. Предложение мужчины звучало очень заманчиво. «Что выбираешь? Деньги или работу с обучением?» «Работу», — ухватился Степан, чувствуя, как волнительно ему стало. «С обучением», — дополнил он. Парень никак не ожидал, что в жизни еще остались такие люди. Спустя 4,5 года с должности простого курьера Степан перевелся на должность помощника инженера. С того самого момента он начал верить в то, что есть еще на свете люди, которым не безразлична чужая судьба и которые умеют благодарить. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Помните, что истории выходят не только здесь, но и на YouTube. Всего вам доброго. До свидания.